лесные муравьи. Мы знаем о них, но едва ли замечаем и осознаем их миссию. Для большинства это просто мешающие насекомые. А между тем их мир – это мегаполисы с четкой иерархией, собственной системой связи и колоссальным влиянием на экосистему. Лес, в который вы ходите, выглядит так, как он выглядит, потому что кто-то над этим поработал. И это муравьи. Все это не случайность. Еще в СССР муравьи были не просто объектом науки, они были символом. Их изображения печатали на плакатах, а дети изучали муравьев в школах. И даже сегодня, еще с тех времен, в России сохранилась административная статья за разрушение муравейников. Но почему лесных муравьев так сильно охраняют? Что-то явно ускользает от внимания общества. Когда-то я думал, что о пользе муравьев знает каждый. Еще в школе создал проект по их расселению. Учителя биологии и географии вручили мне диплом за самое неожиданное открытие. Они явно не ожидали, что кто-то всерьез заговорит о роли муравьев. И это спустило меня с небес на землю в разговоре о том, насколько люди знают о пользе муравьев. А между тем, наука о муравьях – целая вселенная, где сотни ученых положили всю жизнь на изучение этих насекомых. О муравьях написаны сотни книг, проведены тысячи исследований. Но для большинства людей польза муравьев – это открытие. В этом выпуске отправимся по истории науки о муравьях. Узнаем, зачем муравейники огораживаются забором и почему исследователи раскапывают их. Посмотрим на федерации муравейников и передачу информации в семье муравьев. Узнаем, как люди охраняют этих насекомых и какие великие открытия стояли за их защитой. От самого начала до наших дней. Перемещаемся назад в прошлое. В первой половине 20 века о пользе лесных муравьев знали немногие. Исследований почти не было, а сама наука только формировалась, и вместе с ней появилось ее название – мирмикология. Так впервые назвал науку о муравьях американский биолог Уильям Мортон Уиллер. Интерес к природе у него возник случайно. Будучи ребенком, он заметил, как мотылек попался в паутину. Простое детское любопытство стало первым шагом на пути к науке. Однако к муравьям Уиллер пришел не сразу, но именно они стали его главной темой. Он не просто изучал отдельных особей, он посмотрел на муравейник как на нечто большее. Именно Уиллер предложил видеть в нем суперорганизм, единую систему. Кроме того, он ввел в научный оборот другой фундаментальный термин – этология. Это наука о поведении животных, в том числе и людей. Она объясняет, как на поведение влияет не только среда, но и наследственность, генетика и инстинкты. Вот так обычный ребенок, заинтересовавшийся мотыльком, стал человеком, который заложил основы сразу для двух наук. Его труды до сих пор лежат в основе всего, что мы знаем о муравьях. В то время человечество знало лишь малую часть того многообразия муравьев, которое известно нам сегодня. Шло активное описание новых видов, и Уильям Уиллер внес в этот процесс весомый вклад. Лично описал около 600 видов муравьев, в том числе 39 видов из рода формика. Это колоссальная работа, но, несмотря на масштабы, Уиллер вошел в историю не столько как классификатор, сколько как человек, который сформировал само направление, предложил термин мирмикология и впервые увидел в муравейнике живой организм, систему, в которой все взаимосвязано. А вот главным рекордсменом по числу описанных видов стал другой ученый – швейцарский мирмиколог Огюст Форель. За свою карьеру он успел описать 1863 вида муравьев, больше 10 части от всех видов, известных науке сегодня. Его вклад был настолько значим, что в Швейцарии портрет Фореля даже попал на купюры. Правда, его биография не лишена темных пятен. Он поддерживал евгенику, идею селективного улучшения человечества. Это серьезный и неоспоримый минус, тем более для ученого. Но в контексте науки о муравьях его вклад остается фундаментальным. Так, в первой половине 20 века усилиями Уильяма Уиллера и Огюста Фореля мирмикология окончательно стала наукой с собственным лицом. Один дал ей имя и идею, другой наполнил ее содержанием, описав сотни видов. Впервые муравей перестал быть просто насекомым. Его стали рассматривать как элемент сложной живой системы. Мир муравьев больше не был экзотикой. Он превратился в самостоятельную научную вселенную со своими законами, загадками и героями. На этом фундаменте во второй половине века выросло новое поколение исследователей. Ученые из разных стран продолжили дело Уиллера и Фореля и пошли еще дальше. Теперь муравей становился не просто объектом изучения, а ключом к пониманию самой природы социального поведения и, в конечном счете, природы человека. Однажды на рыбалке в прибрежной Алабаме 7-летний мальчик по имени Эдвард
Получил травму глаза, которая изменила его жизнь навсегда. Он молчал и ни слова не сказал родителям. Месяцы спустя операция и, как следствие, потеря стереозрения. Эдвард больше не мог наблюдать за птицами в полете или следить за дикими животными в лесу. Но именно в этот момент мир открылся для него с новой стороны. Он стал замечать то, что оставалось невидимым для большинства. Крошечные ноги, мельчайшие усики и крылышки, которые скрывались в траве. Его мир сузился до земли, но в этом ограничении он открыл невообразимую глубину. Я замечал бабочек и муравьев больше, чем другие дети, и автоматически заинтересовался ими. В 9 лет, гуляя по парку Рок-Крик, Эдвард впервые обнаружил под корой муравьев рода Акатомиопс. Ярко-желтые, пахнущие лимоном, описывал он их позже. Это было яркое и неизгладимое впечатление, которое, как он сам говорил, стало отправной точкой на пути, которую он больше никогда не покинул. Среди мха и гнили, на месте, где другие видели обычных насекомых, Эдвард увидел начало, новый мир, новую биологию и путь, который стал его жизнью. В 1975 году Эдвард Уилсон бросил вызов не только научному сообществу, но и обществу в целом, выпустив свою знаменитую книгу «Социобиология. Новый синтез». Это был труд, ставший началом одного из величайших интеллектуальных споров XX века. Опираясь на свои наблюдения за поведением насекомых, в том числе муравьев, Уилсон решился применить свои идеи к позвоночным, а в самой спорной последней главе – к человеку. В своей книге он утверждал, что такие явления, как альтруизм, агрессия и родительство – это не культурные конструкции, а глубоко укорененные эволюционные стратегии. По его мнению, человек – это не чистый лист, а результат тысячелетий естественного отбора, где даже то, что кажется свободным поведением, на самом деле лишь взаимодействие генов, среды и накопленного опыта. Его попытка подорвать миф о том, что человек рождается без врожденного умственного содержания, вызвала бурю эмоций. Биологи встречали его идеи с восторгом, социологи – с яростью. Спор быстро перешел из научных журналов на страницы New York Times, а сам Уилсон, обычно скромный и осторожный ученый, оказался в центре культурной бури. Его называли то провокатором, то пионером, но главное, он поставил муравьев в центр разговора о человеческой природе. Одним из центральных аспектов его теории стало исследование социальной организации у насекомых, где наблюдается удивительное сочетание гибкости индивидуального поведения и жесткой кастовости. Хотя структура колонии строго регулируется кастами, каждый индивидуум в пределах своей касты может проявлять личностную вариативность. У медоносных пчел и муравьев родов Формика и Паганомирмекс различия между особями одной касты заметны. Одни являются сверхактивными, выполняют больше задач, чем ожидается, и побуждают других работать. В то же время существуют и менее активные особи, которые, несмотря на свою долгую жизнь, почти не вносят вклад в работу колонии. При этом, как бы ни отличались личностные особенности, вся колония в целом функционирует по одинаковому типу. Структура активности у разных колоний одного и того же вида статистически сходны. Это достигается благодаря наличию механизма отрицательных обратных связей, который регулирует поведение рабочих в зависимости от потребностей колонии, таких как уход за потомством или ремонт гнезда. Уилсон подчеркивает, что нарушение этих обратных связей может привести к гибели колонии, что подтверждает его вывод о том, насколько важно соблюдение правильного баланса в поведении индивидов для выживания сообщества. Применяя эти идеи к человеку, Уилсон обнаруживает важное различие. В отличие от колоний муравьев, где отклонения от нормы могут иметь катастрофические последствия, человеческие общества более гибкие и могут выживать даже в условиях серьезной внутренней неэффективности. Например, общество рабовладельцев Ямайки, несмотря на свои многочисленные пороки и неэффективность, существовало почти 2 столетия. Это объясняется отсутствием конкуренции с другими видами, что дает человеку уникальную возможность для культурной изменчивости. В отличие от биологических видов, ограниченных межвидовой конкуренцией, человек имеет гораздо больше свободы для культурных экспериментов. Разнообразие культур и их быстрая трансформация за одно поколение демонстрируют фенотипическую природу большинства культурных изменений. Это также подтверждается примерами таких явлений, как ирландский голод в 1846-1848 годах и послевоенные реформы в Японии. Уилсон также затрагивает более философские вопросы о роли генетики в культуре, заявляя, что культура, хоть и зависит от человеческого генотипа, все же передается через обучение, а не напрямую по наследству. Он считает важным подход, согласно которому культурные различия между людьми могут быть объяснены не только социальной средой, но и генетическими особенностями, которые предрасполагают различные общества к разным культурным формам. В своей книге Уилсон отмечает, что 4 годами ранее, в 1971 году, была выпущена его работа «Общество насекомых»,
в которой он заложил основы социобиологии, объединив энтомологию с популяционной биологией. Это не случайно, ведь социальные насекомые, такие как муравьи, идеально подходят для изучения механизмов социальной организации. В обществе насекомых муравьи, наряду с термитами, пчелами и осами, представлены как вершина общественной организации среди животных. У них можно выделить ключевые характеристики: строгое разделение на касты – рабочие, солдаты и королевы, специализация труда, коммуникация через феромоны, территориальное поведение, коллективное воспитание потомства и развитые механизмы агрессии и кооперации. Уилсон использует муравьев как пример крайнего проявления альтруизма, когда индивиды полностью посвящают себя интересам колонии, жертвуя собственными интересами ради общего блага. По словам Уилсона, несмотря на то, что насекомые и позвоночные разделены миллионами лет эволюции и различаются системами коммуникации, личной у одной и безличной у других, обе группы выработали сложные формы социального поведения, сходные по структуре и функциям. Основной конфликт, по его мнению, заключается в том, что критики социобиологии не могли или не хотели признавать возможность генетической основы некоторого социального поведения человека. Если упростить, то Уилсон утверждал, что и муравьи, и люди имеют сходные социальные структуры, которые в обеих группах могут быть в некоторой степени продиктованы генетическими факторами. В 1990 году Эдвард Уилсон совместно с Бертом Хёльдеблером выпустил книгу под названием «Муравьи», в которой представлен подробный обзор жизни и разнообразия муравьев. Книга охватывает все аспекты их существования – анатомию, физиологию, социальную организацию, экологию и систематику. В 1991 году произведение было удостоено Пулитцеровской премии, став первой научной книгой и первой по зоологии, получившей эту престижную литературную награду США. Эдвард Уилсон оставил неизгладимый след в истории мирмикологии, заслуженно получив титул «Отца социобиологии и науки о биоразнообразии». Хотя он описал всего около 300 видов муравьев, значительно меньше, чем другие ведущие ученые, его вклад в понимание социальной структуры этих насекомых был колоссальным. Вместе с Уильямом Уиллером и Огюстом Форелем Уилсон считается одним из основателей мирмикологии, сделав ее самостоятельной наукой, которая изучает не только отдельные виды, но и сложные социальные структуры муравьиных колоний. Этот вклад стал отправной точкой для последующих открытий в изучении социальной жизни муравьев. Однако на этом этапе развитие мирмикологии не остановилось. Пока зарубежные ученые углублялись в теоретические аспекты социальной организации муравьев, в СССР активно велись исследования лесных видов и их значение в экосистемах. Именно в этот период взгляды западных ученых на социальную структуру муравьев были дополнены советскими концепциями, подчеркивающими их экологическую значимость. Удалось не только расширить теоретические представления о социальной жизни муравейников, но и показать, что муравьи – важнейшие участники природных процессов, обеспечивающие устойчивость и биологическое разнообразие. Произошло объединение социальных и экологических подходов, что стало фундаментом для будущих научных открытий и практических экосистемных решений. Всего в СССР было проведено 9 всесоюзных мирмикологических симпозиумов, посвященных защите лесных муравьев. Первый из них состоялся в Москве в 1963 году под руководством доктора биологических наук Константина Арнольди. Уже на третьем всесоюзном симпозиуме «Муравьи и защита леса» в 1967 году особое внимание было уделено пользе лесных муравьев. В выступлениях подчеркивалась их важность как защитников лесов от насекомых-вредителей и как эффективных борцов с термитами, разрушителями древесины. В Советском Союзе, несмотря на наличие вредных видов этих насекомых, гораздо более известны полезные формы, являющиеся надежными защитниками леса от насекомых-вредителей и серьезными врагами термитов. Также было отмечено, что 4-6 муравейников рыжих лесных муравьев на гектар леса обеспечивают его защиту от уничтожения гусеницами, подчеркивая ключевую роль муравьев в экосистеме леса. На третьем и пятом всесоюзных симпозиумах было представлено 64 работы, что свидетельствует о масштабности исследований и обсуждений муравьев, проводившихся по всему СССР. Например, результаты исследований лесов зеленой зоны Киева в 1964 году подтвердили высокую полезность рыжих лесных муравьев. В этот период были сделаны важные открытия, которые сегодня кажутся очевидными. Среди наиболее интересных докладов выделяется работа Геннадия Длузского «Некоторые закономерности потребления муравьями белковой пищи», в которой утверждается, что количество насекомых, добываемых муравьями, зависит от популяции и числа рождающихся личинок. На симпозиумах также отмечалось, что муравьи рода формика более эффективны в сосновых, нежели в дубовых насаждениях.
Однако, несмотря на это, лесные муравьи смогли снизить численность дубовой листовертки на 82,5%. Проекты, представленные на всесоюзных симпозиумах 60-70-х годов, признаны успешными. Муравьи обеспечивали долговременную защиту лесов без вмешательства человека. Такой экологический подход позволил избежать побочных эффектов, связанных с химической обработкой. Интересными фактами о лесных муравьях изобилуют выпуски журнала «Наука и жизнь». В нем приведены поразительные цифры. В один крупный муравейник за день лета сносится 1000 насекомых, а за весь летний период от 3 до 5 миллионов. Притом кажется, что многие муравьи возвращаются как будто бы с пустыми руками, не неся ничего в челюстях. Но на самом деле их зоб, так называемый общественный желудок, полон пищи. Такие муравьи переносят не только какую-то еду, но и, например, питательную падь от тлей. Муравьи и тля находятся в тесном симбиозе. Один из исследователей вычислил, что в среднем даже небольшой муравейник получает с помощью тли примерно 10 кг сухого сахара за лето. Что удивительно, такой симбиоз полезен и для деревьев, которые растут возле муравейников. На них почти не появляется черной плесени, поскольку муравьи активно сносят весь сахар, произведенный тлями, в свои гнезда. Так муравьи получают питание благодаря тле, деревья защищены от плесени, а тля остается под защитой муравьев. Это взаимодействие является прекрасным примером взаимовыгодного симбиоза в природе. Интересно, что в журнале «Наука и жизнь» даже приводится описание из дневника Валентина Булгакова о последнем году жизни Льва Толстого, где тот рассказывал о своих наблюдениях за муравьями. Я наблюдал муравьев. Они ползли по дереву вверх и вниз. Я не знаю, что они могли там брать, но только у тех, кто ползет вверх, брюшко маленькое, обычное. А у тех, кто спускается, толстое и тяжелое. Видимо, они набрали что-то внутрь себя. Радиус действия муравьев и высота, на которую они поднимаются по дереву, зависит от погодных условий. В благоприятную погоду радиус действия муравейника может достигать 250 метров, а площадь питания – более 200 тысяч квадратных метров. При этом, если дерево, на которое поднимаются муравьи-фуражиры, имеет высоту 5 метров, то тогда кормовой объем достигает 1 миллиона кубометров. Королева или матка – это центральная фигура в жизни муравьиной семьи. У рыжих лесных муравьев матка может жить до 20 лет, а значит и муравейник в целом может существовать столь же долго. Однако есть и более интересные примеры. Например, муравьи вида Формика поликтена могут жить разветвленными колониями, когда одна семья обитает сразу в нескольких гнездах. В такой колонии могут жить сотни, а иногда и тысячи маток. Особенность этих муравьев заключается в том, что во время лета они легко принимают как своих, так и чужих самок, если те принадлежат к одному и тому же виду. Это приводит к регулярному пополнению колонии новыми самками. Такой механизм можно рассматривать как омолаживание семьи. Старые самки могут быть заменены новыми, и семья остается в своем золотом возрасте, не старея годами. В результате муравейники Формика поликтена могут существовать в течение неопределенно долгого времени, поскольку они постоянно обновляются, не старея и не теряя своей жизнеспособности. В 1950-х годах в Италии состоялась невероятно масштабная операция под руководством профессора Марио Павана. Тогда массовое искусственное переселение муравьев затронуло площадь в 1 миллион гектар. Было собрано 2860 образцов популяций и созданы паспортные карточки колоний. Было записано подробное состояние каждого муравейника. В альпийских лесах обитало около 1 миллиона муравейников с общей численностью до 300 миллиардов муравьев. Ежегодно все эти муравейники в сумме уничтожали 14 400 тонн вредных насекомых. На основе этих данных прогнозировалась эффективность и в новых районах. К сожалению, муравейники подвержены разрушениям. Их ломают не только люди, желающие понаблюдать за копошащимися насекомыми, но и обитатели леса. Например, дятлы, которые могут разворошить гнездо муравьев ради запасов еды внутри него. Изначально в операции Павана планировалось просто защитить муравейники на местах. Их огораживали сеткой. Животные и птицы мало того, что не могли притронуться к муравейнику, так еще и зачастую даже не узнавали, что это муравейник. Весной такое укрытие снималось, после чего все лето гнездо муравьев находилось под охраной. Если муравейник достаточно стойкий, его можно использовать для создания отводок, искусственного расселения муравьев. Однако это оказалось не так просто. Перезимовавшие самки Формика поликтена просто поднимаются на верхние ярусы муравейника, чтобы согреться весной, но потом просто спускаются глубже. Поэтому ранней весной гнезда разделяют, пока самки еще находятся в верхней части муравейника. Главная проблема именно с Формика поликтена в том, что они, как мы уже говорили ранее, создают дочерние гнезда внутри главного,
которые омолаживаются циркуляцией поколений самок. Старые сменяются на новых. Самка этого вида не может самостоятельно с нуля создать семью. Она может получить семью только если поселится в уже существующий муравейник своего вида, или если отселить ее вместе с рабочими муравьями в комплекте. И сюда добавляется еще одна неприятная проблема. Самки и самцы формика поликтена могут полететь в разное время. Поэтому исследователи использовали ловушки, установленные на конусе муравейника. Им удалось получить особей обоих полов. Тела погибших после лета самцов выбрасывались, а вот оплодотворенные самки собирались и упаковывались в патрон, по 200 штук в каждом. Такой патрон – готовая база для создания семьи. Осталось лишь найти уже существующие муравейники, потому что без них самки не смогут создать новую семью. Вычислено, что наиболее хорошо развиваются в полноценное гнездо 200 литров массы муравейника плюс 200 самок. Однако даже так требуются годы, чтобы муравейник смог развиться. А когда такой муравейник увеличивается в 7-8 раз, уже его начинают использовать для создания отводков. Этим способом в первый же год операции на опытном участке удалось увеличить число муравейников в 15 раз. Муравейники устанавливались квадратно-гнездовым методом через каждые 50 метров. Сотни лесничеств, участвовавших в операции, наполняли лопатами патроны, а на машинах все это свозилось на базу. Технологии создания отводков постоянно совершенствуются. Советские ученые выяснили, что лучше всего подобный муравейник приживется, если рядом есть пень, в котором обитают жуки. Если на участке таких пней нет, их можно доставить к месту заселения вручную. В 4-м выпуске журнала «Наука и жизнь» 1962 года отмечается, что муравьи, как средство борьбы с вредителями, гораздо лучше и экологичнее ядов. Операция Формика наглядно показала, что муравьи – это не слепое оружие, как химические яды, а разумная, тонкая сила природы. Деятельность муравьев не требует постоянного вмешательства человека, не отравляет окружающую среду и дает долговременный устойчивый эффект. Именно поэтому биологические методы борьбы с вредителями, основанные на использовании муравьев, оказались куда эффективнее и экологичнее, чем массовое применение синтетических ядов. В 1967 году вышла довольно объемная книга Геннадия Длузского «Муравьи рода Формика». Это один из самых знаменитых советских мирмикологов. Со слов автора, на момент 1967 года не было ни одной полной сводки по лесным муравьям. Геннадий делает акцент на том, что советские мирмикологи до сих пор используют устаревшую монографию Русского 1905 года и таблицы Константина Арнольди из книги 1948 года. Ближе к концу книги Длузский достигает своей цели создать тотальную сводку. Например, дает собирательную информацию о способах расселения муравьев Формика. Всего Длузский выделяет 3 вида расселения. Первый – ранневесеннее расселение, когда весной во время того, как начинают появляться самки и ускоряется кладка яиц, их набирают лопатами в те самые патроны. Второй способ – переселение с куколками, а третий – переселение с дополнительной подсадкой самок. По описанию можно предположить, что именно этим методом пользовался ранее упомянутый профессор Марио Паван в Италии. Также в книге Длузского выделяется еще одна глава – «Образование новых семей». Из нее в очередной раз становится понятно, насколько недавно появилась сама мирмикология. В 1864 году исследователь по имени Майер впервые наблюдал, как самки откладывают яйца и создают колонии. В то время еще даже не существовало науки о муравьях как изолированной сущности. Случай, когда была обнаружена колония с самками и рабочими разных видов формика, был назван ненормальным. На тот момент еще не было концепции муравьев как общественных насекомых, и только потом был введен термин «социальный паразитизм». Известно, что социальными паразитами является род муравьев сервиформика. Казалось бы, название похоже на обычную формику, но формика не имеет социального паразитизма. Книга Длузского стала важным рубежом в изучении муравьев, фактически открыв новую эру отечественной мирмикологии и целую серию работ и исследований. Она не только восполнила пробел после устаревших работ, но и задала новое направление для последующих исследований и стала одной из массы работ, которые повлияли на начало масштабных кампаний по защите лесных муравьев. В 1963 году энтомолог Вячеслав Строков привел шокирующие данные. В радиусе 50 километров от Москвы из более чем 3000 найденных муравейников было частично или полностью разрушено почти 99,9%. Из 3000 муравейников целыми были 4. А в радиусе от 60 до 100 километров оказались разоренными 60% гнезд.
В окрестностях Тамбова в радиусе 15 километров было разорено 92% муравейников. На более большом радиусе от 15 до 60 километров, аналогично Москве, 60% гнезд муравьев было разрушено. Муравейники разрушают обычные отдыхающие люди. Разбивают гнезда палками или, например, собирают муравьиный спирт, вставляя в муравейник бутылки. Практикуется и совсем экзотический, еще более изощренный способ уничтожения – пережигание муравейников на золу для удобрений. Такой геноцид муравьев мало того, что несоразмерен получаемой пользе, так еще и подобные практики вредят корням растений, разрушая уже не просто отдельный муравейник, но и экосистему в целом. Осознание пользы лесных муравьев постепенно возрастало, что способствовало началу в 1971 году масштабной операции по защите лесных муравьев по всей стране. Предшествовала этому статья «Похвала муравью», вышедшая в декабре 1970 года в газете «Лесная промышленность». В ней отмечалось, что за день муравейник уничтожает в 30-60 раз больше насекомых, чем дятел или синица. Эта статья удачно легла на подготовленную ранее почву. Все 60-е годы ранее упомянутая наукой жизнь не раз поднимала тему пользы лесных муравьев, и в целом увеличение числа работ мирмикологов повлияло на общественное мнение о муравьях. Вскоре множество газет оповестили людей о начале всероссийской операции под девизом «Муравей». Все организации, связанные с лесным хозяйством, телевидение, радио, газеты, отряды зеленых патрулей и даже школьные лесничества были призваны организовать охрану полезных видов лесных муравьев и помочь их защите. Уже в самом начале к ней присоединилось более 60 областей и автономных республик России, а позже операция масштабировалась на Белорусскую и Украинскую ССР. Кампания стала всесоюзной. Были привлечены даже нефтяники и работники электростанций. Заслуженный нефтяник Башкирской АССР Константин Кострин подмечает, что для прокладки газопровода «Сияние Севера» было вырублено более 5000 километров лесополосы. Нефтяные вышки, стоящие в лесах, существенно влияют на экосистему. Работники газовых магистралей, трубопроводов и многие другие группы людей были осведомлены о муравьях. Там, где есть муравейники, их необходимо перенести на другое место, чтобы они и дальше приносили пользу. Тогда заявляли напрямую, никакая стройка не должна быть причиной гибели муравейников. Главной задачей операции – инвентаризация и картирование. Второе заключается в пометке местоположения особо крупных муравейников на картах и вычислении мест, где муравейники находятся в дефиците. А инвентаризация включает в себя огораживание и укрытие муравейников. Причем методов защиты было крайне много. Лесопатолог Кауцис предложил и более дешевые методы защиты, чем сетки и заборы – сооружение шалашей из веток над муравейниками. Коллеги Кауциса прозвали его главврачом латвийского леса. Всем этим занимались в том числе и обычные школьники. В журнале «Юный техник» рассказывается о учениках Московской школы номер 717, которые много лет участвовали в операции. Они делали ограды для муравейников. Выпуск датируется 1984 годом. Это говорит о том, что операция «Муравей» продлилась действительно долго и была очень масштабной. В книге «Муравьи лесных сообществ. Их жизнь и роль в лесу» Анатолия Захарова отмечается, что всего в операции участвовало 6000 школ. До этого в школах даже особо не обсуждалась польза лесных муравьев, но теперь школьники стали напрямую участвовать в масштабной операции по защите лесных муравьев. Одна из любопытных частей операции – производство и вывешивание в лесу плакатов о муравьях. «Охраняйте рыжих лесных муравьев» или вот «Мал муравей телом, да велик делом». Тогда была развернута широкая агитационная и даже пропагандистская кампания в пользу лесных муравьев. Лекции, беседы, выступления, семинары и тематические вечера. Многие газеты освещали операцию. Продолжалась активная информационная работа. Показывались даже фильмы о лесоохранной роли муравьев. Это жилище рыжих лесных муравьев. За день одна семья приносит в гнездо 70-100 тысяч убитых насекомых. Уже здесь можно примерно оценить степень осознания людьми пользы муравьев для леса. На одном из плакатов, который приурочен к операции «Муравей», и вовсе можно обнаружить следующее. За самовольное повреждение или уничтожение муравейника взыскивается штраф в размере от 10 до 114 рублей. Этот штраф зависит от размера разрушенного муравейника. Он был введен в 1973 году и назывался «Постановление об усилении материальной ответственности за ущерб, причиненный лесному хозяйству». Только за первые 4 года операции было зарегистрировано 4 миллиона муравейников и огорожено 90 тысяч. Общая площадь, обследованная на муравейнике, составляла 7 миллионов 600 тысяч гектар.
Операция «Муравей» стала не только примером редкой по масштабу природоохранной кампании, но и поворотной точкой в массовом восприятии муравьев, от назойливых насекомых до незаменимых хранителей леса. Однако защита невозможна без глубокого понимания, а понимание без научной базы. Именно в это время в СССР активно пишут труды люди, для которых муравей был не просто объектом охраны, а центром всей жизни. Они не ограничивались агитацией или краткими публикациями. Они создавали системные знания. Благодаря многолетним наблюдениям, полевым исследованиям, десяткам статей и книг советских мирмикологов, общество не только полюбило муравьев, но и узнало, как именно эти насекомые строят свои колонии, взаимодействуют, регулируют популяции вредителей и формируют устойчивые экосистемы. В 1978 году, спустя 7 лет после начала операции «Муравей», один из самых известных советских, а позже и российских мирмикологов, Анатолий Захаров, выпустил книгу о муравьях под названием «Муравей. Семья. Колония». Она стала самой известной из всех его работ. По данным Википедии, было выпущено 50 тысяч экземпляров. Как говорится в начале книги, на тот момент о муравьях было сказано уже много, но именно эта книга примечательна тем, что выстраивает уникальную и систематизированную структуру знаний о муравьях, в том числе о их пользе для леса. Анатолий Захаров предлагает разделить влияние муравьев на природу на два типа. Первый тип включает в себя важнейшие процессы, такие как разложение растительных остатков муравьями, улучшение структуры почвы и ее аэрацию посредством рыхления земли. Когда муравьи строят свои гнезда, они сильно воздействуют на почву. Перемешивание почвы происходит, когда муравьи роют свои ходы. Они поднимают частицы почвы из нижних слоев на поверхность, при этом улучшают доступ воздуха к корням растений. Этот процесс не ограничивается только строительством гнезда, так как муравейники постоянно меняются и обновляются. Гнезда муравьев, которым более 10 лет и которые имеют диаметр больше 1 метра, оказывают сильное влияние на растительность в округе. Например, корни деревьев, попадая в зону влияния гнезда, начинают расти быстрее. В местах с большим количеством муравейников сосна растет лучше, а трава вокруг муравейников гуще и выше. Ее масса может быть в 5-8 раз больше, чем в обычных местах. Второй тип взаимодействия – это охота и сбор пищи муравьями, их взаимодействие с тлями и другими насекомыми. Большинство муравьев охотятся на беспозвоночных, используя добычу как корм для молодых особей. Из-за большой численности молоди фуражиры, муравьи, которые занимаются поиском пищи, постоянно ищут новые источники еды. Хищничество муравьев может сильно влиять на популяцию жертв, особенно если муравьи живут плотными колониями. В лесах большинство муравьев являются хищниками, активно уничтожая вредителей, таких как хвоя и листогрызущие насекомые. К этим муравьям относятся рыжие лесные муравьи, красноголовые, песчаные, прыткие степные и другие виды. Даже муравьи-жнецы, которые обычно питаются семенами, могут охотиться на живых насекомых. В главе о лесных муравьях Анатолий Захаров жестко критикует традиционные методы борьбы с вредителями. Он подчеркивает, главная цель биологической защиты лесов не просто истребить насекомых-вредителей, а создать устойчивую экосистему, где полезные виды сами регулируют их численность. Многие популярные биосредства, паразитические насекомые и микробиологические препараты действительно убивают вредителей, но эффект от них временный. Можно сказать, так борются с симптомами, но не с болезнью. Они зависят от точных сроков применения и условий, которые далеко не всегда удается соблюсти. Особенно в крупных очагах заражения, где нужно постоянное сдерживание, такие средства часто не работают. Нужна система, которая будет не просто бороться с вредителями, а развиваться сама, как живая часть леса, устойчивая, долговременная и экономичная. Чтобы такая система работала, она должна соответствовать нескольким ключевым требованиям: высокая численность, надежный контроль над вредителями, простота внедрения в лесные участки. И по словам Захарова, только одна группа насекомых отвечает всем этим условиям – рыжие лесные муравьи. Муравейники рыжих лесных муравьев в форме каруфа занимают огромные территории и могут контролировать сотни гектаров леса. В хорошо развитых колониях плотность поселений достигает 15-20 квадратных метров на каждый гектар. При этом численность одной колонии может превышать 1,5 миллиона особей. Чтобы поддерживать такую численность, муравьям ежедневно требуется около килограмма белковой пищи с каждого гектара. И основной ее источник – насекомые-вредители, которых муравьи ловят в огромных количествах. Но даже если численность вредителей временно снижается, муравьи не голодают. Все благодаря симбиозу с тлями. Муравьи пасут и охраняют их, получая взамен сладкие выделения, и одновременно стимулируя размножение тлей. Вблизи муравейников их численность может увеличиваться в разы. Этот взаимовыгодный союз помогает муравьям сохранять высокую численность колонии даже в трудные периоды. На первый взгляд может показаться, что колония
Это вершина организации у муравьев. Однако даже у таких суперорганизмов есть слабые места. Когда колония разрастается, она образует отводки, новые гнезда, которые остаются связаны с материнским. Этот процесс может привести к перенаселению, что опасно. Избыточное количество муравьев может вызвать вырождение. Причина в самой иерархии колонии. Внутри нее численность строго контролируется. Если пищи не хватает, рабочие муравьи уничтожают лишние личинки. Избыточные особи переселяются в отводки, где обмен ресурсами ограничен, а материнская семья сокращается из-за уменьшения кормовой территории. Пока все гнезда остаются частью одной колонии, баланс сохраняется. Но со временем отводки становятся все более независимыми. Они начинают расти быстрее, поскольку вся добыча теперь остается у них и больше не делится с материнским гнездом. Когда таких гнезд становится много, начинается борьба за ресурсы. Муравейники вторгаются на чужие территории, что приводит к войнам и массовой гибели. Это своего рода примитивная регуляция численности. Чтобы избежать разрушения материнского гнезда, отводки вынуждены отделяться. Но сама система обмена внутри колонии несовершенна. Когда координация наиболее важна, она ослабевает. Колония не справляется с ростом, поскольку ее возможности ограничены одним центральным гнездом. Поэтому система не может развиваться бесконечно. Однако муравьи нашли решение – новый уровень организации – федерация муравейников. Особенно это проявляется у северного лесного муравья, одного из самых многочисленных видов в наших лесах. Федерация возникает, когда кормовых территорий становится недостаточно и перенаселение становится реальной угрозой. В Федерации каждая колония сохраняет свою структуру и материнский центр. Внутри этих колоний обмен становится более активным и менее зависимым от конкретного муравейника. Это укрепляет родственные связи и снижает вероятность отделения новых отводков. Главный принцип Федерации – это объединение без разрушения внутренних структур. Иначе это была бы просто одна большая колония. А чем больше гнезд в одной системе, тем она менее стабильна. Основная угроза для Федерации – это появление доминирующей материнской семьи. Чтобы этого избежать, прямой контакт между гнездами минимален. Связь осуществляется через отводки или буферные муравейники, промежуточные узлы. Эти гнезда действуют не как временные связи в обычной колонии, а как постоянные элементы, стабилизирующие систему. Например, в одной федерации северного лесного муравья объединились 3 колонии. Первая включала муравейники 190 материнский, 191, 192 и 196. Вторая – 185 материнский, 183, 184 и 186. Третья, самая крупная – материнский муравейник 197, вторичный центр 198 и отводки 200-204. Дороги между гнездами обходят сырые и непригодные участки. Особенность Федерации – появление вторичных материнских гнезд. Это означает, что даже большие отводки, способные к самостоятельному размножению, остаются частью колонии благодаря активным обменам. В этом примере диаметр главного гнезда 197 – 2,2 метра, а у отводка 198 – 1,9 метра. Оба на пределе для вида, в то время как диаметр у других материнских гнезд лишь 1,2-1,3 метра. Несмотря на разницу в размерах, между колониями нет иерархии, благодаря буферным гнездам. Например, 187-188 между первой и второй колонией, 182 и 199 между второй и третьей. Судя по следам старых покинутых гнезд в пограничных зонах, объединению предшествовали территориальные конфликты. Сейчас же все муравейники связаны одной сетью обменов. На главных дорогах до 40-200 перемещений особей в минуту, на второстепенных 15-30, что сопоставимо с пиковыми значениями внутри обычных колоний. Все перемещения идут через буферные гнезда. В них живут смешанные группы муравьев, преимущественно носильщики. Такие гнезда обеспечивают эстафетный перенос между колониями. В обменах участвуют десятки тысяч особей. Одни переносят грузы, другие обслуживают буферные гнезда. Как именно запускается этот мощный механизм объединения, до конца не ясно. С точки зрения выгоды отдельных колоний он кажется неэффективным, но в итоге возникает почти идеальный сверхорганизм, где вся система работает как единое целое. Возвращаясь к операции, несмотря на успехи всероссийской кампании «Муравей», Анатолий Захаров в своей книге немного критикует результаты. Заявляет, что массовая инвентаризация зачастую не отвечает главной задаче – выявлению и паспортизации муравейников. По его мнению, каждый комплекс муравейников должен быть зафиксирован в лесохозяйственных документах, необходимы планы, данные о количестве и размере муравейников, возможных отводках. Без этого невозможно эффективно планировать охранные и переселительные мероприятия. Однако отмечается и ключевая для развития лесозащиты проблема – нехватка специалистов. Для успешной работы нужны люди, разбирающиеся в биологии муравьев, умеющие различать виды и владеть методикой переселения. Между тем, специальный курс на тот момент был лишь в некоторых вузах,
а в техникумах, школах и на курсах повышения квалификации он вовсе отсутствовал. В 1986 году в журнале «Природа» вышла необычная статья мирмиколога Жанны Резниковой и математика Бориса Рябко. Она называлась «Язык муравьев и теория информации». В ней авторы утверждали, чтобы управлять колонией, которая может жить десятки лет, муравьям необходима система общения. Звучит логично, ведь без связи сложно координировать действия тысяч насекомых. Чтобы проверить, как именно муравьи передают информацию, Резникова провела эксперимент с лабиринтом. Доступ к еде открывался только в том случае, если разведчик правильно объяснял своим товарищам, куда идти. Оказалось, не все разведчики одинаково хороши. Бестолковые не справлялись с задачей, и их просто исключили из эксперимента. Зато перспективные муравьи быстро запоминали маршрут. Им хватало 1-2 подходов к источнику еды и обратно. Муравьи общаются не только с помощью феромонов, химических сигналов, но и тактильно. Касаются друг друга усиками. Именно это и наблюдала Резникова. После короткого контакта с разведчиком группа муравьев-фуражиров безошибочно шла к еде. Даже если другие опытные муравьи случайно попадали на ту же тропу, но не получали информацию напрямую, они не могли найти источник еды. Это исключало случайность. Информацию нужно было передать. Интересно, что у 3 видов муравьев, добывающих пищу группой, время контакта прямо зависело от количества переданной информации. Эта связь оказалась почти линейной. Удалось даже подсчитать скорость муравьиного интернета. У формика сангвиния примерно 0,7 бита в минуту. У формика палектена примерно 1,1 бита в минуту. Резникова объясняет, что это значит на простом примере. Если вы подбрасываете монетку, орел или решка, это 1 бит информации. Потому что здесь возможны 2 исхода. Неопределенность этого опыта равна 1 биту. Если кто-то сообщит результат, то он передаст 1 бит информации. А если вам говорят, например, в каком подъезде, на каком этаже и в какой из 2 квартир на этом этаже живет ваш друг, это уже 3 бита информации. Подъезд, этаж и дверь. Для сравнения, 3 бита информации муравьи формика палектена передадут за 2 минуты 45 секунд. Эксперименты Жанны Резниковой стали одними из убедительных доказательств того, что муравьи способны не просто реагировать на простые сигналы, но и осознанно передавать информацию. Стрелки часов российской мирмикологии совершили первый оборот. Именно так начинается предисловие 12-го симпозиума «Муравьи и защита леса», который прошел в 2005 году. После распада СССР мирмикология продолжила существовать благодаря исследованиям из прошлого. На этом симпозиуме не все доклады были посвящены муравьям. Их касалось только 63 из 74 докладов. Особенно выделяется из них работа под названием «Диагностика состояния комплексов формика аквилония на севере Московской области». В тексте доклада говорится, что лучшее место обитания в Московской области для формика аквилония – еловые леса старше 50 лет. И сообщается, что постепенно возрастает конкуренция за лучшие места для муравейников. Комплекс муравейников может развиваться десятилетия. Лесные насаждения за это время могут прийти в не лучшее состояние, что особенно актуально для лесов Подмосковья, ведь здесь на лес идет большая антропогенная нагрузка. Если плотность населения муравьев высокая, то новые колонии вынуждены занимать более плохие, но свободные места. В Воре-Богородском лесничестве было обследовано 150 муравейников. На этот раз все записывалось очень точно. Учитывалась высота и диаметр вала и купола, формы гнезд, состояние муравьиных троп, степень зарастания травами и даже количество кормовых и обменных дорог по отдельности. Что интересно, муравьи полностью перемешивают веточки и прочий материал муравейника за 2-3 дня. Кажется, что муравейник визуально не меняется, но на самом деле он каждый день другой. Также с северными лесными муравьями в Подмосковье активно взаимодействуют дачники. В 2 кварталах Воре-Богородского лесничества протяженность муравьиного комплекса около дач составляет 600 метров. Состояние деревьев оценили как удовлетворительное, поскольку дачники вырубают засохшие деревья. Но, что неудивительно, в этом месте много бытовых отходов и мусора, а это негативно влияет на муравьев. Фактор беспокойства насекомых и невозможность пройти в муравейник из-за мусора, нужда постоянно перестраивать пути, не самые критичные. К сожалению, здесь зафиксированы случаи уничтожения муравейников. Но в целом на этом докладе 12-го симпозиума делается вывод о высокой пластичности северного лесного муравья. Отмечается адаптивность формика аквилония к высоким антропогенным нагрузкам. 13-й мирмикологический симпозиум в нашей стране состоялся в 2009 году. На нем присутствовал ранее упомянутый Анатолий Захаров в составе редакционной коллегии. В докладе о лесозащитном эффекте муравейников есть один интересный момент. Рассказывается о вспышке численности непарного шелкопряда в Свердловской области в 2005 году.
В работе сказано, что все удачно совпало. На месте вспышки очень кстати были поселения муравьев в форме капелектена. Отличный шанс наглядно посмотреть, как муравьи действуют во время вспышки, выполняют ли свое назначение. Было обнаружено 2 комплекса муравейников на 7 и 70 гнезд. Этот огромный комплекс расположился на 4 гектарах, то есть на каждый гектар приходится примерно 17 муравейников. Большинство из них относятся к размерному классу устойчивых. Результаты оказались очевидными. В древостое, где находился 70-муравейниковый комплекс, гусениц вообще не отмечалось на расстоянии около 50 метров от самых крайних муравейников. 7-муравейниковый комплекс защищал, очевидно, меньшую площадь. Также тогда не было замечено дефолиации крон деревьев. Под этим термином скрывается то, что накрыло Подмосковье и ближние к нему регионы всего пару лет назад. В 2023 году наблюдалось массовое размножение того же самого непарного шелкопряда в лесах Подмосковья. Если вы были где-то за Москвой летом 2023, то примерно понимаете, о чем речь. Дачники лишились своего урожая, но что самое главное, огромные площади леса стали похожими на Чернобыль. Это и есть дефолиация крон деревьев. На этот раз ее не то что обнаружили, а все Подмосковье было одной большой дефоляцией. Зайдя в лес в июне, казалось, что на улице апрель. Ситуация была настолько масштабной, что ее освещали федеральные телеканалы и множество СМИ. Гусеницы непарного шелкопряда уже съели практически всю листву и принялись за дачные огороды. Внешне безобидная гусеница способна нанести огромный вред природе. Она не просто объедает листья, а полностью губит даже вековые деревья. Их тысячи, и они повсюду. Маленькие черные червячки с волосатыми тельцами на деревьях, в траве облепили даже стены домов. Например, довольно плачевной ситуация оказалась в поселке Туголесский Бор Московской области. Причем это место очень близко к Владимирской области. Гусеницы дошли и до нее. Конечно, эти 2 вспышки 2009 и 2023 годов разные по масштабам, но тем не менее ситуация заставляет задуматься, а точно ли муравейники Подмосковья в хорошем состоянии, если совсем недавно случилось подобное. Вот они, ублюдки. Выводы, как говорится, каждый сделает сам. Но тем не менее такие события могут говорить о недостатке муравьев в лесу. Второй довольно интересный доклад – это работа под названием «Рыжие лесные муравьи в жилых кварталах Москвы». Рыжие лесные муравьи занесены в Красную книгу Москвы как исчезающие. Раньше их было много в лесопарках, но, что удивительно, прямо в течение операции «Муравей» с конца 1970-х годов их численность резко сократилась. В другом из докладов о форме аквилония на Щелковском лесхозе называются примерно те же цифры. С середины 80-х численность муравьев резко пошла на спад. Расселением муравьев именно в Москве особо никто не занимался. В первую очередь работы шли в областях, где есть лес. Поэтому на 2008 год в городе остались только единичные муравейники. Но есть случаи, когда муравьи долго живут даже в жилых районах. На первом из участков в районе Ясенева к 2008 году сохранилось одно гнездо лесных муравьев в форме капелектена, которое существует, по наблюдениям, с конца 1960-х годов, со времен начала застройки Ясенева. Гнездо расположено всего в 15 метрах от оживленной автомагистрали, рядом с тротуаром и парковкой. Муравейник находится на открытом месте и время от времени повреждается, но бетонные плиты под ним частично его защищают. С начала 2000-х гнездо подвергается влиянию выхлопных газов, также оно было повреждено при строительных работах, после чего его оградили металлическим забором. Купол муравейника около 120 см в диаметре и 50 см в высоту. И что интересно, он состоит в основном из земли и камней. Это необычно для формы капелектена и говорит о нехватке привычного строительного материала. Кормовая территория сильно ограничена. 3/4 окружающего пространства заасфальтированы, и только малая часть пригодна для поиска пищи. Поблизости растут 3 ели и 1 береза. На втором участке в районе Некрасовка был обнаружен целый комплекс муравейников из 3 гнезд. 2 из них были немного повреждены. При проектировании и застройке района в 2004 и 2006 годах муравейники проигнорировали, несмотря на статус охраняемого вида. После обращений жителей и огласки в СМИ, часть муравейников была переселена в природный исторический парк Битцевский лес, а другие – в защитную лесополосу на окраине города. Что интересно, в 2023 году Мосприрода обнаружила по всей Москве всего 3 больших муравейника. Один в парке Битцевский лес, куда его, вероятно, как раз перевезли в 2009, и еще 2 в экологическом парке Северное Бутово. О муравейнике в Ясенево не упоминается. Вероятно, раз его не обнаружили, его уже не существует. 14-й Всероссийский мирмикологический симпозиум прошел в 2013 году в Москве.
и был приурочен к 50-летию первого симпозиума. Открытие сопровождалось докладом Геннадия Длуцкого о развитии мирмикологии. Среди научных результатов установлена зависимость состояния муравейников от внешних факторов – уровня воды, сезонных изменений и роста температур. Весенняя активность муравьев, как показали исследования, начинается значительно раньше, чем полвека назад. Также выявлены различия в реакции разных видов лесных муравьев на экстремальную летнюю жару. В 2014 году Геннадий Длуцкий скончался, и 15-й симпозиум в 2018 году прошел уже без него. На этот раз все состоялось в Екатеринбурге. Собралось более 50 участников, включая молодых исследователей, преподавателей и специалистов по охране природы. Помимо обсуждения новых методов изучения муравьев и обмена результатами полевых исследований, участники открыто заявили о вреде реформы РАН и реорганизации научных институтов. Эти изменения, по их мнению, разрушили связи между научными центрами, свернули ряд эффективных проектов и сместили фокус с научной сути на отчетность. Подобные процессы особенно болезненно отразились на мирмикологии, области, требующей стабильной поддержки и кооперации. Резко критиковалась и реформа лесного хозяйства, приведшая к деградации лесов и ухудшению условий обитания ключевых видов, включая муравьев. Все это, как подчеркивалось, стало серьезным препятствием для развития науки о муравьях в России. 16-й Всероссийский мирмикологический симпозиум «Муравьи и защита леса» прошел в конце августа 2022 года на Звенигородской биостанции МГУ и был посвящен памяти уже нам известного Анатолия Захарова. Он запомнился как один из основоположников российской мирмикологии. Симпозиум стал отражением современного состояния науки о муравьях. В нем были как традиционные темы – экология, поведение, фаунистика и морфология, так и новые направления, включая генетику, физиологию, палеонтологию и биоподобные технические системы. Особое внимание было уделено, конечно, роли муравьев в экосистемах, влиянию на структуру почв и биоразнообразию техногенных ландшафтов, а также разработке новых подходов к мониторингу и моделированию поведения. Представлены исследования в том числе о когнитивных способностях насекомых и обучающих механизмах в муравьиных колониях. Впервые появился обширный раздел, посвященный биоинспирированным технологиям, от моделирования шагов муравьев до алгоритмов ориентации роботов. Следующий мирмикологический симпозиум планируется провести в 2026 году. История 3 последних симпозиумов по защите муравьев отражает эволюцию научных подходов и изменение контекста, в котором развивается мирмикология в России. От экологических наблюдений и климатических сдвигов до острых дискуссий о судьбе науки и внедрения передовых технологий. Каждый симпозиум становился не просто площадкой для обмена знаниями, но и зеркалом времени. Также в 2020 году была проведена странная кампания в городской станции юных натуралистов. И существует интересный документ – положение о проведении городской природоохранной операции «Муравей». В начале файла ссылаются на операцию «Муравей» 1971 года и заявляется, что с 1 июня по 20 августа 2020 года была проведена некая локальная операция. Не совсем понятно, к чему здесь упоминание всесоюзной кампании 1971 года, но, видимо, это подается как некое продолжение. В операции участвовали дети от 6 до 18 лет. Все, что имеется – конкурсы с кринжевыми скороговорочными названиями, инструкции по измерению муравейников и различные викторины. Подготавливая сценарий к этому выпуску, я так и не понял, о чем здесь идет речь. Но если это действительно продолжение операции и реальная практическая работа с муравьями, то такие мероприятия заслуживают большого уважения. Мирмикология сегодня – это мультидисциплинарная область, объединяющая биологию, робототехнику, экологическое образование и философские размышления о самоорганизации и будущем научных сообществ. Мы посмотрели и, главное, осознали масштаб мира муравьев. Начали с того, что пара ученых, которые случайно заинтересовались насекомыми, создали целую новую науку – мирмикологию. Наука о муравьях – это алгоритмы биомиметики, сложные когнитивные исследования и колоссальное влияние на экосистемы. Но начиналось все с обычного наблюдения. Мы затронули далеко не все, а лишь самое значимое в истории мирмикологии, а в частности, одну из ее областей – защиты лесных муравьев. Сегодня известно более 14 тысяч видов муравьев. По подсчетам ученых, на Земле обитает около 20 квадриллионов особей. На каждого человека приходится 2,5 миллиона муравьев. Они уже не являются обычными насекомыми. Это полноценная вторая цивилизация, превосходящая нашу по численности, которая определяет внешний вид планеты в самых разных отношениях. Распространяйте знания о муравьях. Поддерживайте эту тему, если она вам интересна. Мы считаем, что важны не только популярные сюжеты и темы, но и те, что могут показаться незаметными на первый взгляд. Кому-то тема муравьев может показаться несерьезной, но если вы досмотрели до этого момента, вы уже знаете,
это совсем не так. Если вы заметили неточности или нашли ошибки, или хотите поделиться своими идеями, мыслями или вопросами, напишите мне в Telegram. Ссылка есть в описании. До новых выпусков!